Приветствую вас, друзья, в игре Gloria Victis. С вами снова Роман. Начал проходить эту игру снова в 2026 году. Напомню, что проходил я ее первый раз в 2022. Ну и был вайп, сервера были отключены, то есть все по новой пришлось начинать заново. У меня же все пропало. И, конечно же, как в любой онлайн MMORPG, да, сразу возникает нехватка денег и вопрос о том, как заработать деньги. Ну и эта игра тоже не является исключением. Здесь заработок весьма важная функция игры, особенно для новичков. И нашел способ. Просто с 2022 года прошло большое количество времени, и я не помню, как я там зарабатывал деньги. Ну, много времени прошло. Но знаю, что проблем у меня с деньгами там не было, я их как-то там зарабатывал. Сейчас смутно помню. Вот. Для новичков, смотрите, покажу самый простой способ. Да, вы не разбогатеете, не станете там миллионерами, но весьма неплохой способ заработка. Когда вы играете, начинаете играть, проходите квесты, вы по карте перемещаетесь, вот начальный остров. Я имею в виду, где безопасная зона, вот видите. Вот, и когда вы тут путешествуете, попадаются NPC, портной, броник, оружейник, у которых продаются рецепты. Смотрите, вот стоит, например, портной. Я сейчас снимаю это видео, потому что буквально вчера и сегодня я опробовал этот способ, и он у меня сработал. Я не знаю, может у кого-то он не будет срабатывать, у меня сработал. Смотрите, здесь у этих NPC продаются рецепты. И смотрите, по какой цене. И очень удобно сделано, смотрите, вы когда наводите на рецепт, показана средняя цена на рынке. То есть способ заработка заключается в следующем. Вы покупаете у этих NPC рецепт, а продаете на рынке, на аукционе другим игрокам в разы, просто в разы дороже. Вот смотрите, для сравнения, да, я вам сейчас продемонстрирую. Ну вот, видите, самые простые, вот, перчатки и странник, вот это вот самое простое. Смотрите, здесь она стоит, да, деньги. Значит, сперва идет золото, потом идет серебро, потом идет медь. Нет, потом идет железо, потом идет медь. Так вот, смотрите, покупаем здесь за 57 медных монет рецепт, а продавать будем почти за 4 серебра. Я вчера купил, продал, сегодня получил деньги по 3,70. Я включу этот видеофрагментик в этот гайд, вы увидите, как у меня на аукционе были проданы эти рецепты, и я, получал деньги. По 3,70 я получил. В общем, вы поняли, да? Простой способ. Да, сотни там золотых вы не заработаете, вот первоначально там вот для открытия вот этих вот ячеек, да, вот тут что тут надо, 50 серебряных крон надо, да, вот эти вот, и на складе там тоже, там уже золотые пошли. Так что вот так вот, смотрите, вот видите, сколько она стоит, я беру, я много не покупаю, вот беру 5, да, и этих возьмем тоже 5. И обязательно смотрите на вот этот показатель, средняя цена на рынке, потому что на некоторые рецепты, вот видите, цена на рынке 0, это значит, что на рынке его вообще не продают. Вот, кстати, шапка странника, смотрите, сколько она стоит здесь и средняя цена на рынке. Здесь она стоит 1 железную монету, а на рынке 10 серебряных монет. Если даже вдруг по каким-то причинам оно не продастся, вы много не теряете. То есть, если вдруг, что-то там пойдет не так, и они у меня не продадутся, я эти рецепты просто выкину. Вот она стоит, смотрите, одну вот эту вот железную монетку. Что это такое? Вот я 5 штук купил, я даже могу 10 купить сейчас. 10 железных монет я потеряю. Если вдруг не купят, я поговорю, просто их выкину. Я, честно, не знаю, зачем игроки покупают их вот за такие цены на рынке, потому что у NPC, видите, они продаются очень дешево. Вы скажете, а правда, зачем?
Я могу просто предположить, знаете, может почему это происходить. Кстати, вот книжечки тоже, смотрите. Видите, здесь она стоит 14, а на рынке 6. Ну, 14 железных монет, а на рынке 6 серебряных. Ну, вот этот я еще даже не знаю. Ну, давайте возьмем 3, тоже продам. Все, это у нас был портной. Давайте посмотрим. Травник, нет, не инженер, броник. Вот у броника давайте посмотрим. Там у нас кто стоит. Возможно, у вас тоже возникнет такой вопрос, как у меня. Какой смысл игрокам покупать на аукционе в разы дороже, если их можно вот так у NPC? Ну что, они дураки, что ли? Не знают этого? И знают, ребятки, но я могу предположить, знаете, почему это может происходить? Например, создает кто-нибудь твина, да, или другого игрока, и, ну, хочет прокачивать ремесло. И ему влом вот так вот бегать, собирать эти рецепты, а денег дофига. Ну, есть такие игроки, у которых очень много денег, а бегать ему просто влом. Собирать, покупать эти рецепты по NPC. Поэтому он идет на аукцион и просто покупает на аукционе. Ну, вот единственное предположение я могу сделать, зачем так делать, потому что, ну, это, конечно, невыгодно. Так, сейчас броника найду. Где-то он тут должен быть. Ну вот, прям где-то здесь должен стоять. Это мастерская броника. А где сам броник? И кого знает. А, это портной, броника здесь нет, это мастерские. Короче, вот на карте такие вот отметочки отмечены. Понятно, что в центре это не пройдет, а вот нужно именно вот в всяких деревнях, вот когда квесты выполняете, ходите. Вот я где-то тут вчера бегал, тут тоже стоят такие. Портной, там, броник, оружейник. В общем, вот так вот, ребятки, это работает. Ну и сейчас я просто включу фрагмент, где я продал эти рецепты на ваших глазах. Продемонстрирую, как это сработало. Так что на начальном этапе можно зарабатывать, ну, что вот я 5 штук купил, если по 3 там 70, да, это, ну, даже если 10 я купил, вот, пожалуйста, 37 серебра тут 37, ну, вот уже видите, пару золотых на этом я заработаю. Понятно, что они не сразу продадутся, пока выставите, пока купят, сутки пройдут. Вот я вчера вечером выставил, сегодня утром зашел, все продано. И вот у меня бам, мой первый золотой. Я заработал. Так что вот такой вот способ. Пользуйтесь. Вот вчера выставил рецепты, которые по 3 штуки купил у торговца. На рынке выставил вчера. И вот сегодня зашел в игру. И вот они у меня, эти рецепты, все продались. 3,70. А я их покупал, ну, сами видели за сколько. Вот они, видите, все рецепт. Фартук, рукавицы. Ну вот все, что вот по 3,70 я выставил. Минимальную цену поставил. Короче, все рецепты на аукционе были проданы.
Напоминаю, что все загружаемые на мой канал в YouTube видеоролики я дублирую и одновременно загружаю на мой канал, который находится в Яндекс.Дзене. Ссылка на канал zen.ru _Roman. Здесь собраны все подборки, плейлисты, которые есть у меня на канале в YouTube, также созданы здесь в Дзене. Вы можете зайти в любой из этих плейлистов и посмотреть любой видеоролик, который у меня есть в YouTube.